Он вернулся. Народ, всем теплый привет и горячее здравствуйте. Неделю назад, 26 июля, Samsung показала всему миру шестое поколение своих умных часов. Возможно бы никто сильно не обратил на это внимание, если бы не один факт. Это Galaxy Watch 6 Classic. Тот самый Classic, который пропал в пятом поколении, вызвал волну возмущения и вынудил компанию больше не совершать таких ошибок и впредь чтить традиции. Первые 40 лет детства самые сложные в жизни мужчины, пора бы это уже запомнить. Это ж безель. Казалось бы, просто 3D-датчик холла, который определяет его положение и тем самым управляет интерфейсом часов. Но я как ребенок себя чувствую, когда им пользуюсь. Ладно, это просто быстро объяснил для тех, кто не в теме. А теперь погнали по делу. Я получил их сегодня утром, и первое, с чем столкнулся, это с подключением. Казалось бы, язык есть с регионом, черт с ним, само подключение, вот где пришла первая беда. Длится уже 1,5 часа. 1,5. И не пишет же, сколько осталось. Несколько минут, 1,5 часа. Будьте готовы и не пугайтесь, просто выключите часы и попробуйте снова. У меня все вышло только с третьей попытки. Но это ерунда. Знаете, куда я полез следующим этапом? В Samsung Pay, в его подключение, потому что это была вторая причина после безеля, почему я хотел именно их. И вот какое сообщение я увидел при подключении. Невозможно открыть Samsung Pay, потому что ваши часы могут не поддерживаться. Подчеркиваю, могут не поддерживаться. Думаю, как такое может быть? Новая модель, NFC есть и не поддерживается. Звучит как чушь. Как звучит? Я, недолго думая, сразу пишу первоисточнику поддержку Samsung, на что получаю ясный и четкий ответ, что данная функция, внимание, еще не реализована. Watch 6 на данный момент не поддерживают Samsung Pay. У вас есть что добавить? У меня нет. Вы же спросите, они только с 11 августа в продаже. Сегодня у меня второе, у вас, скорее всего, будет третье. Я вам говорил, что Василий волшебник. Говорил. Я не знаю, как он это сделал, но часы вчера были отправлены мне в Минск. А сегодня утром я их уже забрал. Василий, эксклюзивная техника, флагманские смартфоны, все это он может привезти быстро и в кратчайшие сроки и по хорошей цене. В принципе, то, что я сейчас сказал, так себе реклама по сравнению с тем, что он реально сделал. Ссылка на его телеграм-канал в описании. На презентации мы с вами видели много вариантов крутых ремешков. Лично я клюнул на вот этот коричневый. Но по факту сейчас в продаже будут только две. Такой, как у меня, и черт. Вопрос, появятся ли все остальные вообще в принципе и когда это будет? Тут я вам не отвечу. Знаю лишь, что они придумали и внедрили новый механизм смены этих ремешков. Так сказать, одним щелчком. И они точно захотят на этом заработать. Это к бабке не ходи. Так что я думаю, да, до коричневого я еще доживу. Да, если кто-то вдруг еще приценивает на вот эти вот часики и смотрит и не понимает, что это за размер, это 47 мм. Самая большая. Есть еще вариант 43 мм. И вот тут олды сейчас слушают и такие: 43, 47, что-то не так. А вот тут, мои хорошие, давайте затронем очень интересную тему. Тему сравнения и тему перехода. Давайте так, если взять четвертую версию Classic и шестую, что поменялось? Плюс 1 мм, было 42, стало 43, было 46, стало 47. Объем аккума побольше, есть этот Skin температур сенсор, который температуру внешней среды и предметов измеряет, еще расскажу об этом. Чип более новый, оперативки на 500 мегабайт больше, и по сравнению с четвертой версией Classic, у шестой Classic вот эти вращающаяся рамка безель на 15% тоньше. Но как-то все эти аргументы звучат не так убедительно в вопросе, а стоит ли переходить с четвертой на шестую. Я пытаюсь сказать, что на месте владельцев четверки я внушительных и внятных аргументов для перехода не нашел. Возможно, где-то может сыграть объем аккума. Возможно. Но давайте смотреть. Я стартовал сегодня с 73%. Время было 15:23. Сейчас без 10:12 и остаток 15%. То есть, несложной математикой, минус 57% за 9 часов. И это при активном АОТ и яркостью 80%. Сами ребята из Samsung зуб дают и гарантируют, что время работы при условии включенном АОТ 30 часов. Без него 40. Получается, не выходит у меня так. Выходит чуть больше 14, а это в 2 раза меньше. Но можно снизить яркость, можно повыключать все уведомления, можно оптимизировать и повыключать некоторый функционал. И тогда, может быть, я и добьюсь этой цифры, что опять же не факт. Но это уже совсем другой разговор. Короче, что говорит Samsung?
Делим на 2. Так, как говорится, ОЭБД следующего дня. Значит, время час дня. Я поубирал все там АОДы, активности, оставил только уведомления. И, собственно говоря, в 7 утра снял в 69%. Сейчас прошло 6 часов, остаток 50%. Вот это уже неплохо, это уже получше. Мы затронули чипсет. Тут стоит Exynos W930, плюс 2 гигабайта оперативки и 16 встроенной. Опять же, Exynos он и в Африке Exynos, но компания обещала и в очередной раз с диким трепетом заявляла, что одно из важнейших его преимуществ — это безумная энергоэффективность. Мол, жить ваши часики будут долго. Но про автономность мы уже с вами поговорили. Что четверок хватало от силы на сутки, бывало, конечно, и меньше, что, думаю, и этих будет хватать также на сутки. И это еще, кстати, там без всяких режимов тренировок. Ну, я, конечно, оптимизирую, попробую, похожу, присмотрюсь, притрусь. И обязательно об этом расскажу в следующем, более подробном опыте использования. А это уже анонс. Так, что еще успел подметить из интересного? Вибрация. Вот вообще хорошая, очень хорошая, мощная, приятная. Я до этого, кстати, я ж как раз за 2 дня до презентации нацепил на себя Apple Watch Ultra. Тоже решил потестить. Какой-то iPhone старый десятку даже для этого надыбал. А вообще не важно. Так вот, вибрация, скажу я вам, не сильно хуже, чем в Ultra. Да, не такая же и не лучше, но уступает прям не сильно. Потом уведомления. Супер функционально. Можно ответить, можно увидеть все картинки, превью-видео, быстрые ответы, кайф. Ну и символов влазит космос. Я даже не уверен, что ограничения на символы вообще есть. У меня сразу не получилось дать разрешение на отслеживание местоположения, чтобы отобразилась погода. И не получилось сделать это несколько раз в течение нескольких часов. Оно выдавало просто ошибку, и так много попыток. Я уже успел, честно, сдаться. Но вот буквально перед съемкой он одуплился. Так что у кого такая же история, не переживайте. Просто пробуйте еще. Ну и, конечно, дисплей. Ничего плохого не могу сказать, я от него просто в восторге. В восторге от того, что скрывается под этим сапфировым стеклом. По сравнению с прошлой версией он на 20% больше, хотя черт его знает, как это почувствовать. Но это не так важно, главное тут другое. Пиковая яркость 2000 нит. Кстати, как у Apple Watch Ultra, и это реально дохрена. Я, любитель супер ярких экранов, поставил тут 80. И то смотрю и думаю, что прощену. Это же вообще 1,5-дюймовый AMOLED, ну или как любит называть Samsung, Super AMOLED, поэтому логично иметь AOD. Но тут они пошли еще дальше и реализовали AOD с автоматической яркостью экрана. То есть AOD еще и подстраивается под условия освещения. Много света, он ярче, мало света, он тусклее. Особенно, конечно, это помогает лучше видеть на улице. Ну, конечно, заряд будет жрать. Я прям в предвкушении. А учитывая и так не самый вкусный результат, боюсь, AOD у меня останется только как возможность где-то там в настройках. Но автономность, вот давайте честны, в данном случае поважнее будет. Эти кнопки — это вообще отдельный разговор. Я поначалу наивно на них жмякал и ничего не происходило. Оказывается, одна кнопка «Домой», а вторая назад. Находясь на циферблате, то есть в самом частом сценарии, они попросту не выполняют никаких действий одним нажатием. Вот что я пытаюсь сказать. Домой разве что можно забить на двойное нажатие и удержание, тут хоть что-то приятно, но в целом, конечно, мозг ломает. Возможно, только мне, как непривыкшему, но ломает. Так, тут маленькая поправочка. Я уже после съемки нашел возможность сюда забиндить диспетчер задач последних открытых. Одним нажатием. Раз. И переключаемся. Здесь, кстати, One UI 5 Watch на базе VROS 4. И вот что сильно поменялось. Точнее так, насколько что-то сильно поменялось. Одним из главных, за что они зацепились и на что сделали какой-то безумный упор, это сон. Ну действительно, треть жизни мы спим. Они сделали так, что теперь шестерки более глубоко понимают особенности сна, помогают выработать привычку лучше спать, но исходя из анализа какого-то безумного ряда особенностей, начиная от общего времени сна, цикла сна, времени бодрствования и заканчивая анализом физического и умственного восстановления, выстраивают подробную, так сказать, обратную связь. Как тебе лучше спать? Они еще просто не знают, что у меня 2 работы и переезд, и сон для меня — это невидимая роскошь. Самая дешевая версия Classic будет стоить $400. И вот вопрос. А стоят ли они этих денег? Мне пока сложно сказать, но давайте порассуждаем. Я проходил некоторое время с Google Pixel Watch, который стоит дешевле, около $300. И из своих денег однозначно стоит, но имеет ряд компромиссов. Один только внешний вид и их безумно большой компромисс, от чего я и забросил подальше желание взять их себе. Ну, посмотрите, как они выглядят. Я не смог. Ладно, потом. Я успел потестить и Apple Watch Ultra, который в 2 раза дороже, около 800, но при этом тупо не могут идти в сравнение, так как владельцам Android к ним дорога закрыта. Но даже несмотря на это, взяв тушку, я убедился, что это не мой вариант. Платить вроде есть за что, но кому этим пользоваться? Кому?
Уж точно не мне. В общем, жаба меня задушила, признаю. А тут пока из реальных недостатков я вижу автономность. Все же гуглы жили 3 дня, ультры 5, а эти, ну ни в какое сравнение. И неизвестно, что там с Samsung Pay. Ну, надеюсь, это вопрос времени. А в остальном я пока доволен покупкой. Думаю, они даже заставят меня слезть с моей классики. Лучше. Посмотрим. Через месяц вернусь обязательно к вам с большим подробным роликом с опытом использования и все расскажу. А пока, несмотря ни на что, никого не слушайте. Ни меня, ни еще кого-то на этой платформе. Максимум прислушивайтесь. А мнение у вас должно быть одно. Свое.